Всем привет, дорогие друзья, с вами Бюрвай. И сегодня очередной обзор на готовые блюда от компании Miraторг. В прошлый раз это были бургеры, в этот раз это вообще готовые блюда, которые абсолютно разные, не только на основе мяса, которым, в общем-то, благодаря которым компания Miraторg так известна, но продаются они все больше и больше в количествах мест в супермаркетах, не только в специализированных супермаркетах Miratorg, хотя я сегодня купил их именно там. Поэтому я решил, что это будет интересно. Более того, здесь присутствует некая инновационная упаковка, так называемый свистящий клапан. Я попробую удержаться от шуток на тему свистящего клапана и не пошучу ни одной. Давайте приступим. Значит, у нас 4 блюда. Это колбаски с тушеной капустой, это лингвини с морепродуктами, говядина с картофельным пюре и жульен с курицей и грибами. Как видите, с говядиной только одно блюдо. По стоимости будем смотреть по ходу дела. Единственное, сразу скажу, что обзор на эту штуку я должен был записать месяца полтора-два назад. Купил, собственно, примерно такой же набор продуктов, положил в холодильник и благополучно откладывал запись обзора. Откладывал, посматривал на срок годности, думая, что у меня есть еще какое-то время в запасе, и закончил все тем, что продукты просрочились. Я уже не рискнул, честно говоря, их и есть, побоялся, что у меня тоже засвистит клапан. Блин, я же обещал, но все равно, собственно. Но я все равно снова поехал, снова купил, и вот обзор все-таки записывается, однако за то время, пока вот эти блюда лежали у меня в холодильнике, то есть где-то 2 месяца прошло, цена на них очень сильно упала, то есть процентов, наверное, на 30 стало дешевле. Каждый лоточек в супермаркете, и на некоторые даже там были акции желтые ценники, то есть я так понял, что не особо берут, ну да ладно, давайте пробовать, я начну наверное, давайте с говядины, вот меня, честно говоря, манит больше всего это говядина. Ну и опять же, Miratorg известен мясом, поэтому почему нет? Значит, что у нас здесь? Говядина с картофельным пюре, 100% качество, готов за 3 минуты, основное блюдо. Значит, здесь у нас показано, что клапан свистит, то есть издает звук, а когда готово, если кто не понял еще раз, то есть, смотрите, здесь есть вот такая вот штука, то есть вот такой клапан, то есть как стикер Монополии. Вот здесь вот очень плотная такая вот вакуумная упаковка, то есть это все вот так вот очень плотно запечатано. А я ставлю сейчас вот прям как есть это в микроволновку, то есть не надрезаю, не вскрываю, ничего с этим не делаю. И клапан, когда начнет, собственно, пускать воздух, то есть когда раздаст характерный свист типа чайника, то значит продукт будет готов. Вот, то есть прямо, ну вот смотрите, просто степень вакуумации, то есть вы можете здесь, ну, в принципе, наблюдать, то есть насколько здесь все это дело плотно сидит. Значит, по составу. Состав достаточно натуральный, то есть не содержится никаких там консервантов, каких-то там загустителей, солей всяких нитритных и прочих, то есть вещей, которые якобы продлевают срок годности продукта. Я думаю, что все-таки здесь состав более-менее натуральный, а большой срок годности, а конкретно здесь срок годности 2 месяца, он все-таки достигается за счет вот этой вот упаковки. В отличие от бургеров, продукт хранится не в замороженном виде, лежат просто в плюсовой витрине. И конкретно вот эта говядина стоит 195 рублей. Вот этот лоточек, в принципе, нифига не дешево, но давайте посмотрим, может быть, это будет очень вкусно. По факту времени понадобилось чуть больше, чем 3 минуты, то есть где-то я потратил, наверное, минут 5, наверное, стоя около микроволновки в ожидании того самого свиста, который мне удалось для вас, собственно, записать. Не сам приятный звук, на самом деле, но здесь есть какой-то забавный момент, то есть я не могу сказать, что это прям какая-то супер крутая штука, из-за которой я теперь буду все покупать. Нет, меня здесь больше, честно говоря, привлекает состав, то есть Блин, я не могу оторвать теперь. Заклеено
очень плотно заклеены. Более того, упаковка, блин, она очень горячая. Я поэтому, наверное, все-таки ножик возьму. Это, конечно, проблема. То есть мне приходится прям вот сил прикладывать для того, чтобы это оторвать еще и с надрезом. Так, ну, давайте смотреть на картоху. То есть, в общем-то, здесь мясо здесь... Нет, слушайте, мясо здесь есть. Пахнет, ну, честно говоря, столовой пахнет. Но пахнет не отвратительно. Мяса приличное количество, картохи тоже здесь достаточно много, однако, ну, порции, ну, я не знаю, в лотке она, конечно, смотрится довольно-таки большой, 345 грамм здесь, ну, одному, в принципе, как горячее блюдо, я думаю, нормально будет. Ну, давайте попробуем. Вкусная картошка с мясом. Мясо действительно очень хорошего качества, то есть оно без жил, без каких-то там, без паленок, без жира, то есть мне, я не знаю, уже второй кусочек я съедаю. Вкусно. Единственное, этот соус грибной, его здесь дофига, в принципе, как здесь написано на этикетке, то есть его здесь много, но он какой-то по вкусу, как будто это, ну, не натуральные грибы, как будто это с каким-то, я не знаю, какой-то грибной кубик, типа как суповой вот это вот концентрированная какая-то такая приправа. То есть такое ощущение, что на основании него сделано, либо добавили какой-то усилитель вкуса, потому что, ну, в соусе явно что-то такое есть. Не знаю, что это за грибы, но у них такой прям вот очень цинично-кубиковый такой привкус. Может быть, это, конечно, такие грибы фиг знает. А за что я не люблю компанию Мираторг, что в случае с бургерами у меня горело, что сейчас у меня горит. Просто посмотрите, как выглядит готовое блюдо и как выглядит блюдо здесь. То есть вот, найдите 10 отличий, что называется. То есть я не знаю, зачем мне рисовать вот это, то есть если я по факту получаю вот это. Я отлично понимаю, как должно выглядеть блюдо в лоточке. Оно действительно должно выглядеть вот так, но нафига вы его фоткаете вот так? Стопудово найдется какой-нибудь человек, который скажет: а где мои кусочки грибов, где моя зелень? Здесь этого нет, здесь нет ни кусочка грибов, ни зелени, здесь нет ничего, здесь мясо и грибной соус, жидкий грибной соус, то есть здесь вот я рою здесь я не нахожу. Вот, и что, в общем-то, по ценнику 195 рублей за такое блюдо, как по мне, мне дорого. Вот вы можете сейчас говорить: Никита, ты давно был вообще на рынке, в магазине, ты видел, сколько стоит мясо. Мясо стоит дорого, однако его здесь совсем немного, и основную, конечно, массу здесь занимает картоха. Но 195 рублей за такое скудное блюдо, честно говоря, как-то вообще совсем. И если, например, это блюдо, опять же, то есть у меня каждый обзор сопровождается рассуждением о том, а для кого, в общем-то, это все сделано. То есть если это сделано, например, для человека, который работает и, например, не имеет возможности готовить, и он это идет, покупает, и, например, несет это в качестве обеда с собой там в офис куда-то, я не знаю, или там, где он работает, то это мало, то есть на целый день этого не хватит. Картошечка, она не очень, не сказать, что картошка-пюре – это супер сытное блюдо. Мяса здесь не настолько много, чтобы, например, половозрелый мужчина наелся, то есть понадобится чем-то еще догоняться. Вот, соответственно, 195 рублей для этого дорого. Если это для домашнего использования, то есть дома, ну я не знаю, насколько должен быть беспомощный человек, чтобы не смочь сделать картошку-пюре и потушить мясо в сковородке, то есть порезать кусочками и просто под крышкой там час подержать с луком и чесноком. Я думаю, что следующее мы попробуем лингвини с морепродуктами. Лингвини, я так понимаю, это паста, это макароны. По-простому говоря, здесь 320 грамм. Состав: рыбное кулинарное изделие из полосок кальмара командорского, креветок, тихоокеанских, белых, очищенных, вареное, охлажденное. Креветки здесь должны быть, кальмар и какие-то овощи, и все это, соответственно, с пастой. Вот это мне, честно говоря, нравится уже намного больше. То есть, смотрите, вот опять, то есть, если мы, например, возьмем вот это, да, и вот это, то есть, вот здесь вот уже что-то есть. То есть, смотрите, здесь есть креветки, вот креветки, здесь есть помидорка, вот помидорка, здесь есть горох, то есть, вот горох. То есть, здесь уже, как-то не обманули, вот кольцо кальмара, то есть, вот здесь как-то обмана, честно говоря, я уже меньше вижу, то есть я меньше чувствую себя обманутым. Значит, лингвини с морепродуктами стоит 293 рубля. 293. Опять Володю Медведя вспоминаю, то есть... Куда? Давайте попробуем, может быть, это очень вкусно. В этот раз клапан не засвистел, он сделал так,
И все, и, в общем-то, замолчал, то есть, если, например, свист говядины с картохой я бы услышал с другой комнаты, здесь, ну, было просто какое-то такое вот легкое испускание воздуха, и, собственно, все, и я уже как бы, ну, решил просто уже выключить микроволновку, просто потому что начало уже там что-то уже шкварчать и кипеть, и я решил, что уже достаточно. И, ну, при этом, смотрите, здесь легко снимается зато пленка. Но давайте посмотрим. То есть, сравнивая с прошлым блюдом, вот это выглядит очень похоже на то, что нам предлагает промо. А промо, креветки здесь есть, горошек есть, кальмары есть. Лапша слиплась, конечно, но, в принципе, ее можно вот так вот размотать, и она становится вполне себе готова к употреблению. А креветки вот такие. Многих волнует, вытащены ли какахи или нет. Вытащены здесь какахи, все здесь нет вот этого дурацкого хвоста. Я не знаю, зачем в готовых блюдах, которые подразумевают то, что его будут есть вилкой, не руками, как бы. Зачем оставлять эти дебильные хвостики? То есть оторвите вы от креветки хвостик и все, и отдайте людям нормально, спокойно ее наколоть на вилку, положить в рот и не вынимать вот это вот, не сидеть. Еще некоторые хотят выгрызть из креветочного хвоста остатки креветки. Если он не снялся нормально, вот здесь все-таки, ну, здесь все хорошо. Креветку отдельно попробую. Ну, нормальная креветка. Единственное, все-таки она очень резиновая, но, видимо, из-за того, что, ну, несколько раз ее готовили. То есть ее сначала, видимо, сварили, а сейчас ее, видимо, тоже там как бы, ну, температура там нормально нагнетается под вот этим вот клапаном. То есть, ну, чтобы вы понимали, то есть в микроволновке вот эта вот пленка, она надувается, то есть она встает вот таким вот куполом, то есть там, в принципе, температура достаточно серьезная внутри получается. Лапша очень клейкая, очень скользкая и, в принципе, абсолютно не похоже на свежесваренную лапшу, хотя тоже вкусно, и вкусно здесь, скорее всего, наверное, за счет соуса, то есть сливочный приятный соус, вкусом морепродуктов, горошков, томатика, приправ. И что мне нравится, что мне нравилось там, в этой картохе, что мне нравится здесь, в этой пасте, абсолютно не нужно доводить до вкуса, то есть нужно не солить, не перчить. Меня здесь все абсолютно устраивает, то есть именно подборка приправ и то, как это посолено, потому что довольно часто готовые блюда их не досаливают, то есть они не доведены до вкуса, ну, просто потому что, ну, типа, подразумевается, что конечный потребитель сам сделает так, как ему вкуснее, и так посолит, как лучше, ну, и вообще, типа, как бы недосол лучше пересола, поэтому многие, как бы, просто даже не солят, как положено, свои продукты. Нет, здесь вот, в этом плане, здесь все очень хорошо. Похоже, что это полуфабрикатка, то есть нельзя сказать, что это какое-то, либо это домашнее блюдо, которое вы разогрели и съели, то есть это которое не свежее, которое вы только что приготовили, а которое вы на завтра достали из холодильника и подогрели, либо это, ну вот да, либо это вот готовая полуфабрикатка, то есть это даже нельзя сравнить ни с кулинарией, ни с столовой, хотя это вкуснее, чем, например, вы бы поели в столовой. Не знаю, неплохо, если бы лапша не была такая вот склеившаяся такая вот, я бы, наверное, даже гораздо сильнее похвалил, я бы даже сказал, наверное, что это оправдано, но этот вот эффект разогретой на утро вчерашней, то и позавчерашней жрачки. Кстати, здесь горох, он здесь не к месту, потому что опять он нагрелся. И знаете, какое ощущение? Ощущение, что макароны мало того, что полежали, они еще впитали в себя вкусы холодильника. То есть что-то лежало другое в холодильнике, я не знаю, какой-нибудь там салат или что-то еще. То есть, и вот макароны лежали открытые без крышки и впитали в себя вот это вот другие продукты холодильника. Вот здесь тоже есть такое ощущение, но, не знаю, я все равно доволен. Этому блюду скорее плюс, чем минус. И давайте попробуем колбаски с капустой. Они стоят тоже 195 рублей. Тоже 195 рублей, как и говядина. И здесь отмечается, что они приготовлены на пару. Хотя я не уверен, что человек, который хочет
правую еду, который следит за своим здоровьем и ест правую еду, либо по каким-то там убеждениям здорового образа жизни, либо по каким-то там, не знаю, медицинским показаниям, что нельзя там жареное, и там типа либо вареное, либо паровое, вряд ли он будет покупать колбаски. Хотя я знаю многие люди, которым прописан стол номер 5, они наоборот хотят съесть что-нибудь такое, какой-нибудь там беляш, колбасы, сосисок, что-нибудь такое с гриля, ну просто потому что это запретный плод, а он всегда сладок. Ладно, давайте попробуем колбаски с тушеной капустой. Ох, ё-моё, как это все выглядит. Ну вот видите, тоже колбаски какие они бледные. Ну ладно, давайте разогревать и пробовать. В этот раз клапан засвистел как положено. Я, наверное, должен был пошутить, что от капусты, в принципе, всегда клапан нормально так свистит, но я обещал не шутить таких шуток. Давайте посмотрим, в общем-то, на нашу тушеную капусту. Пахнет, вот первый раз это пахнет вкусно, то есть это пахнет, да, запах тушеной капусты не самый приятный, но здесь вот именно пахнет каким-то набором приправ, то есть это, ну, какие-то специи, причем и перец какой-то аромат есть, перцы, зелени, петрушки, то есть, ну вот, пахнет это неплохо. Колбаски, ну, вот такие вот, они немножко унылые, конечно, опять же, здесь вот сравните, если вы вот это и вот это, ну вот... Здесь вот как-то опять я себя чувствую несколько обманутым, и при этом, смотрите, как ее просто несчастную сплющило от, видимо, вот этого вакуума. И, ну, не знаю, давайте попробуем. Не очень вкусные свиные колбаски. Вот я, смотрите, я откусил. И вот здесь же вот сразу какая-то жила какая-то. Вот. Это очень невкусная колбаса, очень невкусные колбаски, но... При этом они они в кишке, то есть они в натуральной оболочке, то есть никаком не в пластике, ни в чем, но по вкусу... Но по вкусу они так себе, то есть это жирно, это какой-то такой вот неприятный какой-то привкус свинины, как знаете, когда вы покупаете уже готовый заранее замаринованный шашлык, то есть у них у всех есть такой вот характерный какой-то неприятный привкус, и мясо, оно как резиновое, то есть оно как будто из него ушла влага, оно какое-то такое становится упругое, какое-то такое неприятное, и вот у него вот это вот неприятный запах, неприятный привкус замаринованной свинины, причем замаринованный не вот так вот, как вы любите, с лучком, там чуть-чуть уксуса, секретный какой-то там ингредиент, видите, там кто-то рюмку водки льет, кто-то стакан кефира, кто-то на минералке настаивает, чтобы пузырики давали проникать, кто-то какую-то специю сыпет свою, то есть нет, то есть это не абсолютно бездушевный, абсолютно фабричный шашлык такой, с еще с какой-нибудь нитритной солью, которая выбеливает свинину до какого-то непонятного, некрасивого состояния. Здесь вот примерно то же самое, то есть такой вкус вот такой вот не классного мяса. Капустка. Слушайте, ну капуста неплохая, насколько может быть неплохая капуста. То есть сама по себе тушеная капуста это достаточно такое специфичное блюдо. А здесь именно доведена до вкуса она. Как я уже и сказал, то есть здесь много чеснока, здесь много томатной пасты, много пряностей, петрушечка, лавровый лист здесь точно есть, еще что-то, какие-то вещи, то есть и плюс капуста, она не мягкая, то есть она не мнется на языке, как пюре, то есть она все-таки, еще чуть-чуть, но хрустящая, то есть она, в принципе, приготовлена правильно, и, при всем моем равнодушном отношении к капусте, капуста хороша. Капуста хороша, чего нельзя сказать про вот эти вот достаточно мерзкие сосиски. Вот эти сосиски мне абсолютно не понравились, вплоть до того, что я готов капусту слупить, а сосиски оставить. Ну и пока это аутсайдер, честно говоря, из всего того, что мы сегодня с вами попробовали, но у нас остался еще жульен. Маленький жульен. Да, кстати, в сосисках у нас 305 грамм. Вообще это самый маленький размер порции. При этом, даже если вы эти две сосиски съедите, вы тоже не наедитесь. То есть лингвини пока самое, наверное, нажористое блюдо не по весу, но вот именно по массе еды. То есть макароны, они в принципе гораздо более нажористые, чем там картошка и капуста. И соус там гораздо более такой густой, насыщенный. То есть здесь довольно-таки легкое блюдо с точки зрения капусты, но при этом сосиски, они ни хрена
не натуральные, то есть они, опять же, как бы, может быть, они приготовлены на пару, там, без масла, канцерогенов и так далее, но то, что внутри их, оно явно вам на пользу не пойдет. Давайте жульен попробуем. Жульен — это закуска, это не, в данном случае это не основное блюдо, не готовое, то есть это именно вот для того, чтобы, ну, либо к этому к чему-то взять, либо просто взять, догнаться. Тоже свистящий клапан, тоже 3 минуты. Жульен у нас с вами стоил 109 рублей. По-моему, это была акционная цена. Ой-ё, что-то тут. По-моему, здесь уже клапан свистел до меня. Во всяком случае, не знаю, чем-то измазано. Я надеюсь, что нет. В принципе, упаковка герметичная. И явно как бы вот никакого вытекания здесь не было. То есть, видимо, просто немытыми руками мне это все упаковывал. Ну да ладно, давайте разогреем с вами и попробуем. Все-таки с открыванием есть некоторые проблемы у этих упаковок. Очень, очень тяжело открывать упаковку, которая очень-очень горячая. А если использовать нож там или ножницы, то получается, что вот эта кромка, которую вы отрезали, она грязная. И вот вам приходится за нее тянуть, и вы пачкаете руки. Я не знаю, может, я свинья, может быть, я не знаю, там надо как-то сильнее тянуть. Не, я боюсь, что я сейчас сильнее потяну, и у меня там чуть выльется, короче. Но давайте посмотрим на жульен. То есть, ну вот как-то так он выглядит. То есть, опять же, здесь, сравнивая с вот с этим, вот здесь откровенный обман, наверное, мы получаем. Я не знаю, зачем нужны вот эти маркетинговые картинки, которые фотографируют фуд-фотографы, но как-то вот, не знаю, как-то мне пахнет 90-ми от вот этого всего, и у меня ощущение, что реально меня обманули. То есть я реально, вот я хотел вот это, то есть почему вы мне дали вот эту жижу, и не надо мне доказывать, что это и это одно и то же. То есть здесь, ну вот явно это не конечное блюдо, и причем здесь вот написано рекомендации по сервировке, то есть типа, что как это должно быть, то есть сюда нужно еще взять тут вот грибочки, вот это все сюда наложить, то есть такое ощущение, ну, я не знаю, у меня ощущение, что меня обманут, вот эти вот маленькие буковки эти дурацкие. 180 грамм, состав: сливки питьевые, грибы, лук репчатый, мясо куриное, вода питьевая, масло подсолнечное. Ничего такого нет, мальтодекстрин, загустители, но это явно просто для того, чтобы получилось вот именно так, как получилось, и давайте попробуем. Неплохой жульен, опять же отмечу абсолютно то, что не нужно доводить до вкуса, то есть это вкусно, это самостоятельный продукт. Не самая плохая курица мне попалась, однако курицы как таковой здесь мало, то есть здесь в основном соус, вот второй кусок курицы мне попал, здесь в основном соус и грибы, то есть в принципе курица здесь вообще какие-то копейки, но при этом это не самая плохая закуска, особенно если вы любите жульен. Если вы любите жульен, там вы где-то заказываете, вы не сильно будете разочарованы, потому что блюдо стоит 100, и как-то нормально это все. Однако все равно, вот у меня, не знаю, у меня остается осадок по поводу вот этих вот упаковок, вот этой картинки, вот с этих упаковок. То есть, по сути, меня не обманули только в случае спагетти, потому что, по сути, то, что было изображено на картинке, оно более-менее совпадало с тем, что было внутри. И, наверное, спагетти, вот эти лингвини, я сегодня скажу, что они, наверное, победили в обзоре, потому что мне было максимально вкусно. И я готов заплатить 293 рубля для того, чтобы мне было вот так вкусно, хорошо и сытно. По поводу других блюд, то есть это колбаски с капустой и говядина с картошкой, я, наверное, из них выберу говядину с картошкой, просто потому что, там действительно неплохая говядина, не очень мне понравился соус, но, в принципе, блюдо тоже довольно-таки себе самостоятельно хорошее, капуста, такое это на любителя, что сосиски там были такие себе гадостные, свинские, что капуста, в принципе, тушеную капусту мало удовольствия есть, еще за это платить почти 2 сотки. Ценник, в общем, довольно-таки дорогой, но, опять же, здесь, как и в случае с бургерами, я хочу сказать, что здесь компания Мираторг, они, в принципе, молодцы, потому что они придумали достаточно такую инновационную упаковку, которая позволяет вам дома в этом вот формате кулинарии, вот в этих полуготовых блюдах, поесть что-то вкусное. То есть, как и в случае с бургерами, да, они там у меня растекались, да, там что-то было с ними не так, тоже была слишком красивая картинка на упаковке, я прибамбливал, но, по сути,
Мне этот формат упаковки, то есть заморозка, то есть отдельное хранение, коробка с отдельным хранением ингредиентов и замороженное все, оно мне позволило дома поесть неплохих бургеров с хорошей котлетой. Здесь примерно то же самое, то есть вот эта упаковка мне позволила дома поесть вполне себе натурально, не набитый огромным количеством там красителей, консервантов, каких-то вещей, которые стремятся сохранить срок годности продукта в лоточке. Нет, то есть здесь мне предложили вполне себе нормальные блюда, сходные с теми, что я, например, приготовил бы дома, с учетом того, что я не очень хорошо готовлю и не очень хорошо умею. То есть, опять же, и это реально разогрел и съел. То есть это не разогрел, попробовал, что-то не хватило, пошел там перчить, пошел что-то там еще туда колбаски подстругать, маслица подлить. То есть нет, здесь именно разогрел и съел, в этом плане хорошо. То есть, в принципе, наверное, за опыт это все-таки более положительный, хотя, опять же, возвращаясь к вопросу, кому это надо, я не знаю, мне это не надо. То есть покупать я, наверное, буду только в крайнем случае, когда мне реально нужно будет вот какое-то блюдо, я поеду туда, где у меня не будет никакой еды, но микроволновка будет. То есть это какая-то либо офис, либо какая-то встреча, либо какая-то, я не знаю, поездка там куда-то, там, на какую-то съемную квартиру или куда-то еще, то есть какой-то выезд. И я захочу именно горячей домашней еды, без возможности ее приготовить там. Вот, наверное, это единственный вот вариант, когда я такой буду покупать. Домой покупать, покушать я не буду. То есть все-таки, наверное, какие-то другие способы дома питаться выберу. Ну и на самом деле, последнее слово остается, как всегда, за вами. Вы в комментариях обязательно пишите, пробовали или не пробовали, ваше мнение, а также тоже можете порассуждать, кому это надо. Ну и вот такой сегодня получился обзор. Ставьте лайк, если он вам понравился, подписывайтесь на канал. С вами был видеоблог Беруария. Всем спасибо, дорогие друзья, а всем пока.